Привет! В этом ролике мы сделаем квест с поиском предметов и инвентарем. Нашли предмет, положили его к себе в сумку, на одной из следующих локаций его использовали. Давайте откроем сторилайн и реализуем такую механику. Итоговый продукт у нас будет выглядеть вот так. Можно собирать предметы, которые разбросаны на локациях. После сбора они появляются в инвентаре. При этом для каждого предмета нет специально отведенного места. Он занимает первый свободный слот. Когда мы применяем предмет из инвентаря, все предметы в нем сдвигаются. Эту механику мы будем реализовывать исключительно используя триггеры сторилайна, без JavaScript. Первое, что нам нужно сделать, собрать визуальную часть инвентаря. Он состоит из 5 объектов. В них есть state normal, на нем у нас прямоугольник с прозрачностью 99%, и 8 стейтов с объектами. Каждый предмет, который мы можем подобрать в игре, на отдельном стейте. Какой предмет подобрали, стейт с тем предметом и показываем. Второе. Для того, чтобы хранить информацию о том, какие предметы мы уже подобрали и какой предмет в какой ячейке инвентаря у нас хранится, мы будем использовать числовые переменные. Создаем 5 числовых переменных item. Подобрали ведро, значит нужно хранить в переменной цифру 1 и показывать первый стейт. Подобрали кружку, соответственно храним цифру 6 и показываем шестой стейт. То есть все действия у нас будут происходить с переменными, а стейты инвентаря мы привяжем к их значениям. Здесь нам потребуется целый вагон триггеров. Когда переменная item1 меняется, мы меняем стейт первой ячейки инвентаря на первый, если значение переменной item1 равно единице. Если значение равно двойке, значит меняем стейт на второй. И так далее. Аналогичную процедуру нам нужно сделать для всех 5 ячеек. Получается 40 триггеров. Плюс, когда мы приходим на новую локацию, нам нужно сделать так, чтобы у нас появлялись те предметы, которые мы собрали ранее. Для этого нам также потребуются триггеры. Когда время слайда начинается, мы меняем стейт первой ячейки на 1, если переменная item1 равна единице. То есть триггеры аналогичны прошлым, только теперь в условиях срабатывания триггера указываем время начала слайда. Задача здесь скорее муторная, чем сложная. Теперь переходим к сбору предметов. Для теста механики я добавил несколько предметов на слайд. Нам нужно, чтобы предмет появился в первой свободной ячейке слева. То есть мы должны поменять значение переменной item5 на номер предмета, который мы подбираем, если значение всех остальных ячеек не равно нулю. То есть если в них уже что-то лежит. А значение переменной item5 наоборот должно быть равно нулю. То есть ячейка должна быть пустой. Этот триггер у нас не сработает, если кроме пятой ячейки есть какие-то другие свободные. Аналогичный триггер мы пишем для каждой ячейки. Меняем значение переменной item4, если заняты первые 3 ячейки, значение item3, если заняты первые 2 и так далее. Отлично, предметы собираются и заполняют инвентарь. Также мы должны скрывать предметы при клике на него. Добавим такой триггер и скопируем его на все предметы. При создании квеста нам, скорее всего, понадобится где-то хранить информацию о том, какие предметы вы уже подобрали. Для этого также можно ввести специальную переменную и при клике на предмет менять ее. Теперь перейдем к применению предметов. Когда мы применяем верный предмет, у нас должно что-то произойти, а предмет должен исчезнуть из инвентаря. Ну а если применили предмет неправильно, он остается в инвентаре. Ну и желательно вывести какое-то уведомление или как-то по-другому дать игроку обратную связь, что его идея не сработала. Применять предметы мы будем через перетягивание. Для этого будем использовать триггер user_drops_on. Давайте добавим на слайд области, в которые мы можем перетягивать предметы. Пусть это будет стол, сейф и доска. Поставим на них прозрачные квадраты. И теперь добавим сообщение с положительной и отрицательной обратной связью. Например, мы хотим, чтобы ведро можно было применить к сейфу, а кофе к столу. Пишем триггер, что когда мы перетягиваем объект из первой ячейки к сейфу, мы показываем сообщение с положительной обратной связью. Если мы оставим триггер без изменений, то при перетягивании любого предмета из первой ячейки мы будем выводить положительную обратную связь. А нам нужно, чтобы это срабатывало только с ведром. Для этого в дополнительных условиях укажем, что значение переменной item1 должно быть равно единице, то есть если в первой ячейке у нас находится ведро. Давайте попробуем. Все работает, но предмет у нас, во-первых, не исчезает, а во-вторых, он остается на объекте, на который мы его перетянули. Начнем с исправления пункта 2.
Чтобы после перетягивания вернуть объект на его место, воспользуемся анимацией. Создадим для нашего предмета анимацию с длиной в 0 пикселей и минимальным временем анимации. Теперь напишем еще триггер, что когда мы перетягиваем предмет, мы запускаем анимацию. Здесь, в области перетягивания, мы укажем не только сейф, а все области, на которые мы можем перетянуть предмет, так как эта логика должна срабатывать при любом перетягивании. В дополнительных условиях тоже ничего не пишем по этой же причине. Теперь нам нужно сделать так, чтобы предмет исчезал из инвентаря. Для этого нам нужно, чтобы при правильном перетягивании у нас менялось значение переменной item1 на 0. Проверяем, все работает. Перетянули неправильно, предмет вернулся на свое место. Перетянули правильно, предмет исчез. Осталось сделать 4 вещи. Выводить отрицательную обратную связь, если применили предмет неправильно. Сдвигать предметы в инвентаре, чтобы не образовывались дырки после перетягивания. Плюс нужно придумать еще какую-то механику, чтобы можно было еще что-то применить в этой локации. Например, кофе к столу. Ну и последнее, сделать активными все ячейки инвентаря, так как сейчас мы можем перетянуть только предметы из первой ячейки. Начнем с применения кофе. Тут логика аналогичная, как и с ведром. Если перетягиваем предмет к столу и значение переменной item1 равно 5, так как кофе у нас под номером 5 в списке предметов, выводим положительную обратную связь. И вторым триггером меняем значение переменной item1 на 0. Теперь переходим к выводу отрицательной обратной связи. Мы должны ее показать, если соблюдены два условия. Мы не перетащили ведро к сейфу, и мы не перетащили кофе к столу. Через JavaScript такое условие сделать просто, но в сторилайне нет возможности делать сложные условия. Так что тут нам потребуются костыли. Мы введем новую логическую переменную и будем присваивать ей значение true, если перетянули ведро к сейфу. И также присваивать значение true, если перетянули кофе к столу. Здесь большую роль играет последовательность триггеров. Мы должны присвоить переменным значение true до того момента, как обнулим значение переменной item. Иначе триггер просто не сработает. Теперь добавляем триггер, что будем выводить отрицательную обратную связь, если значение переменной равно false. И после этого присваивать нашей переменной значение false, то есть возвращать ее в исходное значение. Это мы делаем для того, чтобы логика срабатывала всегда, а не только один раз. Теперь нам нужно сдвигать предметы в инвентаре. Если первый слот у нас пустой, мы должны переместить предмет из второго слота в первый, из третьего во второй и так далее. То есть, когда значение переменной item1 поменяется и будет равно нулю, мы должны присвоить переменной item1 значение переменной item2. Можно сказать, скопировать предмет из второй ячейки в первую. Теперь у нас получается, что если мы используем какой-то предмет, значение переменной поменяется на 0 и сразу после этого поменяется на значение переменной item2. Следовательно, у нас появится два одинаковых предмета. Теперь нам нужно обнулить значение переменной item2, то есть удалить предмет из второй ячейки, если предметы в первой и второй ячейке одинаковые. Теперь у нас вторая ячейка пустая, в нее нужно скопировать предмет из третьей ячейки и так далее. С логикой разобрались, теперь оформим это в триггерах. Когда значение переменной item1 меняется и равно нулю, мы присваиваем этой переменной значение item2. Второй триггер. Когда значение переменной item1 меняется, мы присваиваем переменной item2 значение 0, если переменная item1 равна переменной item2. Теперь аналогичные триггеры пишем для переменных item2, 3, 4 и 5. Таким образом, мы будем сдвигать значения переменных в нашем массиве на 1. И последнее, что нам остается сделать, это настроить механику перетягивания на все остальные предметы инвентаря. Для этого мы просто скопируем все триггеры с первой ячейки и вставим их в остальные ячейки. В триггерах нам нужно поменять переменные, которые отвечают за эти ячейки. Во второй ячейке все переменные item1 мы меняем на item2, в третьей на item3 и так далее. Давайте проверим, что у нас получилось. Предметы собираются, мы их можем применить к объектам на слайде и получить обратную связь. И также предметы сдвигаются в инвентаре. Шаблон с игрой я оставлю в описании к видео, тут есть как сама игра, так и отдельный слайд с шаблоном этой механики. Если у вас есть идеи для новых видео, обязательно пишите их в комментариях. Спасибо за просмотр, пока!